Всем большой привет, друзья! С вами канал Вкуснотайм. Сегодня я хочу поделиться с вами рецептом вот такого очень воздушного, мягкого и пористого бисквита, который никогда не опадает. И если вы будете соблюдать все правила, то я уверена, получится он абсолютно у всех. Готовится он без разрыхлителя, и в отличие от оригинального рецепта, я буду готовить без разделения яиц на белки и желтки. Кроме всего прочего, этот бисквит очень вкусный, и его можно есть просто так с чашечкой кофе. Ну а для приготовления тортиков он просто идеален. Итак, для приготовления этого бисквита нам понадобится 6 яиц, у меня категории 1С, 180 грамм сахара, пол чайной ложки ванилина, 180 грамм муки, щепотка соли, 60 мл молока и 60 мл растительного масла без запаха. Сразу хочу обратить ваше внимание, что количество ингредиентов у меня указано для формы 20-22 см. Если у вас форма больше или меньше, то, соответственно, нужно корректировать эти ингредиенты в большую или меньшую сторону. В описании я укажу, какое количество ингредиентов нужно на одно яйцо, а вы уже решайте сами, вы увидите, какой бисквит получится у меня в форме 20 см, и уже смотрите, будете брать вы 3 яйца или 10. Итак, в чашу миксера отправляем наши яйца, добавляем туда щепотку соли, в сахар я сразу добавила ванилин, и ставим яйца взбиваться сначала на минимальной скорости и постепенно увеличиваем до средней. Когда яйца полностью объединились, потихоньку всыпаем сахар. Когда весь сахар всыпали, включаем миксер на максимальную скорость и взбиваем до пышной белой массы. Вот до такого состояния нужно взбить наши яйца. След от венчика должен быть виден на поверхности очень долгое время. Теперь в два этапа просеиваем муку к нашим яйцам с сахаром. И силиконовой лопаткой осторожно перемешиваем снизу вверх. Перемешивайте очень осторожно, но уверенно, чтобы тесто осталось воздушным. Когда всю муку вмешали, молоко вливаем к растительному маслу и перемешиваем. Я перелила в миску поглубже, чтобы было удобно вымешивать, и теперь добавляю туда немного теста, примерно 3-4 столовые ложки. И венчиком также аккуратно все перемешиваю до однородности. Вот такой консистенции должно получиться наша смесь, и вливаем все это обратно к тесту. И лопаткой все снова хорошо вымешиваем до однородности. Вот такое воздушное тесто должно получиться. Теперь беру форму 20 см, застеленную со всех сторон пергаментной бумагой. Так как форма у меня разъемная, снизу форму я обернула фольгой. Это нужно для того, чтобы туда не попала вода, так как бисквит мы будем выпекать на водяной бане. Теперь выливаю в форму все наше тесто. Теперь я беру деревянную шпажку и из центра к краям рисую вот такую спираль.
Это нужно для того, чтобы тесто более равномерно распределилось, чтобы не образовывалась шапочка и вышли лишние пузырьки воздуха. С этой же целью также постучим формой об стол. Теперь берем какую-нибудь форму для выпечки большего размера и ставим туда нашу форму. Внимательно проверяйте, чтобы под фольгу у вас не попала вода. И в большую форму наливаем горячую воду. Я просто взяла самую горячую воду, какая у меня течет из-под крана, и наливаю форму на высоту примерно 2 сантиметра. И ставлю всю эту конструкцию в духовку, разогретую до 160 градусов на 1,5 часа. Да, бисквит этот выпекается достаточно долго, но результат того стоит. У меня прошло ровно 1,5 часа. Готовность также, как обычно, проверяем шпажкой. Она должна выходить из центра сухой и чистой. Даю бисквиту слегка остыть сначала в форме. Затем достаю из формы, убираю всю бумагу. И оставляю его остывать в перевернутом виде на решетке. Мой бисквит получился высотой 8,5 сантиметров. И себестоимость его составила всего 57 рублей. И вот так он выглядит в разрезе. Как видите, бисквит очень высокий, очень пышный, достаточно мелко пористый. Вот такой он мягкий, хорошо держит свою форму. При этом он еще получается достаточно влажный, то есть если вы будете готовить из него тортик, то в принципе нет необходимости его пропитывать. Корж такой высоты можно разделить примерно на 6 или 4 коржа. Тут уже смотрите сами, нужен ли вам настолько высокий бисквит. И, как я уже сказала, регулируйте ингредиенты под свою форму. В любом случае, очень рекомендую попробовать приготовить этот бисквит. Я уверена, вам очень понравится и вы будете готовить его так всегда. Ну на этом сегодня все. Я, как всегда, желаю вам успехов на кухне и приятного аппетита. Обязательно подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропускать новые видео, а также добавляйтесь в друзья в Одноклассниках и в Фейсбуке.